Всем привет! Вы на канале Мужской взгляд. Меня зовут Виталий. Сегодня у нас с вами будет расклад на вашего мужчину. Давайте посмотрим его потайной карман, что скрывает, на его чувства. Сделаем на две позиции. Так, пока выбирайте. Один, два. Если что, видео ставьте на паузу. Так, давайте начинать с единичек. Двоечки пока посидят здесь. Так, по сигнификации. Ну, уже видно, очень эмоциональный человек. Очень чувственный, да, то есть привык действительно существовать в этом мире, опираясь на свои чувства, да, эмоции, на свое сердце. Более такой вот именно духовный человек. Также присутствует в нем действительно очень хорошая такая мощная прямо интуиция. Чувствует опасность, чувствует удачу. Но есть такая вещь, как то, что очень сильно привязывается, да, и, если честно, может даже вызывать такое вот отторжение, да, потому что очень сильная привязка может быть данного мужчины к определенному человеку. При этом, знаете, и милый, да, и хороший, не особо бывает злым, да, очень тяжело его разозлить в чем-то. И при этом ценит действительно такой вот домашний уют, да, и ценит прежде всего доверие данный мужчина. Так, давайте посмотрим его цель, что он хочет от ваших отношений с ним. Так, ну, сразу вижу у него на данный момент проблемы с работой, да, проблемы с деньгами. Поэтому одна из его целей ваших отношений — это то, чтобы вы покрывали его какие-то материальные потребности, да, либо ему как-то помогали. Что касается других целей, он часто думает о вас, часто думает о том, как бы данные отношения продвигались дальше, да, и что он может для них сделать. Считает, что данный этап, когда у него ничего не получается, это действительно такой проходящий период, да, и что на данный момент у него цель получить поддержку, прежде всего, от любимой, скажем так, женщины, которая, как он считает, обязана его поддержать в нелегкий его период. Понимаете? Поэтому здесь на данном этапе цель у него это поиск действительно и получение поддержки. В частности, именно от вас. Понимаете? Так, что же он открыто вам показывает? Да? Давайте посмотрим его отношения. Ну, сейчас он, знаете, в таком раздрае находится. Конечно, романтик, да, такой вот философ, опять же, куча эмоций, но из-за того, что у него ничего не получается на материальном поприще, да, да и в принципе по жизни мало что получается, он ведет себя, знаете, так раздраженно. И это он вам и показывает. Наподобие, как так, я вот пытаюсь, совершенно ничего не выходит, да, не знаю, что с ним делать, и ты меня еще мало поддерживаешь, да, то есть вот такое вот небольшое давление происходит с его стороны, да, но опять же это все из-за самонереализованности совершенно, то есть он просто ищет выход, не может его найти, да, ищет вечной вот такой вот поддержки именно от вас, да, поэтому, конечно, на данном этапе есть у него эмоции, да, но они именно более такие темные, скажем так, да, чем хотелось бы. Именно из-за того, что ничего у него не выходит и не может он себя реализовать. Так, давайте чувства его посмотрим к вам. Ну, видите, здесь, конечно, вы для него главное. Вы для него главное. Вы показываете ему путь его жизненный, к чувствам, да, в принципе, относится он
очень гармонично, да, с сохранностью, при этом присутствует очень сильная к вам страсть, да, он ее ценит, он действительно хочет быть рядом с вами, да, но вот этот период, когда ничего не получается, конечно, он отталкивает. Он видит, что вы смотрите на него с неприязнью, потому что тяжело действительно видеть, когда мужчина ваш, ну, как бы пал, да, можно так сказать, в борьбе за существование. И поэтому он это замечает, да, то есть, и, конечно, ему достаточно тяжело, не знает, как себя вести, но при этом чувства у него действительно сильные есть. То есть отпускать он вас не хочет, надеется, что вы его также не будете никуда отпускать, да, то есть действительно хочет постараться наладить отношения и хочет постараться наладить свою вот эту материальную сферу, да. Но в остальном, конечно, есть чувство довольно сильное, боится, что вы его как бы оставите, да, и в отношениях одного, скажем так. Так, давайте посмотрим, что скрывает потайной карман его. Скрывает свои желания, да, опять же, нереализованные, как и в сексуальном плане, да, так и, в принципе, желания по жизни. Он их затаил, он их просто внутрь себя вот так забрал, да, и они его, если честно, также мучают. Почему-то стесняется с вами об этом поговорить, стесняется действительно все обсудить, просто вот плывет по течению, да, и надеется, что само оно возьмет и выправится. Опять же, закрытые амбиции его, да, на все происходящее. Опять же, про эту реализацию можно сказать, да, что все это у него закрыто. К сожалению, такое ощущение, да, что на прошлой его работе, когда он зарабатывал денежку, да, когда все это закончилось, он просто впал в такую вот депрессию, да, и сейчас до сих пор находится в ней. Особенно все подтверждается тем, поддерживается, вернее, что не получается выйти, да, из этого материального неблагосостояния, да, то есть и закрыть вот этот уже вот эту сторону плохую, да, когда нет денег и нет работы, да, и ничего не получается. Из-за этого у него очень много комплексов созрело, да, то есть и здесь, конечно, он все это скрывает и держит в себе, да, то есть другого здесь попросту нет. Так, давайте посмотрим ближайшее будущее и совет. Ну, честно вам скажу, с работы у него также ничего не получится. Да, мечи у нас с вами вышли. Попытки будут, но Вселенная, знаете, видимо, распорядилась так, что деньги будут у вас. Да, деньги будут у вас будет такое ощущение и карьерный рост, да, то есть, ну, на мужчину пока обиделись, честно вам скажу. То есть здесь, ну, в ближайшем будущем не будет сильно хорошего, по крайней мере, именно для мужчин. Для вас это будет. По совету, знаете, держите мужчину при себе. Ему нужна действительно сильная рука, поддержка. И что самое главное, только вы ее сможете оказать, понимаете? Потому что иначе мужчина, конечно, ну, попросту потеряется, да, будет чувствовать себя еще хуже. И в итоге ваши же отношения, да, если мужчину не поддерживать, они, конечно, сойдут на нет, потому что вам станет еще тяжелее с этим мужчиной, да. То есть сейчас сложный у вас период, действительно, да, сложнее даже именно у мужчины, потому что, ну, не может себя найти, да, переживает из-за того, что и вам не может дать денежку, да, и такой вот, в принципе, он бесполезный. Вот, поэтому здесь в ближайшем будущем, да, говорю честно, перспектив пока нет у него, да, но
постарайтесь его по совету именно поддерживать, и чтобы он не отпускал руки. А попробуйте ему даже найти какое-то другое, например, занятие пока в этот период, да, пускай все как бы остынет, скажем так, эмоционально. Пускай что-то поделает по дому, да, может быть, что-то построит, там, вырастет, ну, к примеру, да. То есть здесь нужно мужчину занять, чтобы он не занимался самокопанием, понимаете. Как только он прекратит это делать, как только он отпустит эту ситуацию, вот увидите, работа и решение проблемы сами к нему постучатся, да. А если мужчина как бы все это решит, и отношения ваши также будут довольно хорошими. Так что поддержите мужчину, да, вот такой совет. Ну а мы давайте переходить к двоечкам. Так, что у нас по сигнификации? Уже вижу ревнивый мужчина. При этом можно сказать, что выдумывает проблемы, да, которых не существует, начинает в них верить, начинает всем как бы компенсировать мозг по поводу всех этих проблем, которых нет, выдуманных совершенно. И это вот действительно может раздражать в этом мужчине. При этом, знаете, считает себя действительно правым во всем, да, очень эгоистично себя ведет, при этом жадный, честно вам скажу. То есть те деньги, которые он заработал, очень тяжело у него на что-то выпросить, да, либо даже чтобы угостил чем-то. То есть он действительно такой жадный человек. При этом всегда считает, что он действительно прав. Понимаете, что он прав и что ему даже как-то повезло, что ли, в этой жизни. Понимаете, вот родиться таким, какой он есть. Понимаете? То есть вот такой мужчина. Так, цель его в этих отношениях. Так. Ну, знаете, здесь давно у него не было отношений, да, вы стали для него, знаете, такой диковинкой, можно сказать, после долгого перерыва, в принципе, в отношениях, да, и в разговорах с женщинами, я вам так скажу. Прикладывает силу воли, чтобы с вами общаться, но, опять же, из-за того, что он долго этого не делал, да, он не знает, как найти подход, не знает, с чего начать говорить, да, к примеру, на свидании, и не знает, куда все это придет, да. Но, опять же, ведет себя довольно все равно уверенно, видимо, из-за его такой вот стороны, да, которую мы в сигнификации обсудили. Вот. Поэтому здесь, конечно, цель его как можно дольше, я бы сказал, продержаться, да, и не сделать каких-то глупостей, потому что он хочет развития, он хочет участвовать в отношениях, да, он хочет действительно, чтобы его полюбили, да, потому что он давно не испытывал действительно этого чувства, понимаете. Так, его отношения, что же он показывает, да, что демонстрирует? Много контроля, вплоть до, знаете, проверки переписки, может быть, да, подозревает вас в чем-то, может быть, даже в какой-то измене, да, в разговорах с другими мужчинами, ему это безумно не нравится, да, он это и не скрывает, он это показывает, да, всячески разговорами, а в остальном же очень ведет себя страстно на данный момент, да, прям как такой охотник, знаете, охотник за женщиной, можно сказать. Зовет и на свидание, да, очень так все располагает именно к продвижению данных отношений, да, к их расширению, скажем так. Но ревнивец и очень много контроля, да, то есть с этим мужчиной, конечно, не забалуешь, да, не поговоришь спокойно с коллегами, не с друзьями, даже может до подруг докопаться, понимаете, это вот про данного мужчину, и он это всячески своим видом и действиями показывает, понимаете, вот этими проверками,
вот этими действительно постоянными вопросами, где ты была, да, что делала, почему не отвечала и прочее, прочее. Очень сильный контроль. Так, что по чувствам? Слушайте, ну, одни кубки выпали. На самом деле, очень влюбился в вас, да, испытывает к вам просто огромные эмоции, огромные вот такие чувства, которые только есть. Тут и страсть вперемешку действительно с любовью, да, не хочет вас отпускать. Опять же, вот образовалась очень сильная такая привязанность, да, к вам. Надеется, что у вас такая же, но, если честно, подсказывают мне карты, что вам он немножко поднадоел со своим именно контролем. Понимаете, вам хочется немножко выдохнуть, но вы тоже к нему, конечно, испытываете определенные чувства, но не такие сильные, как он к вам, потому что здесь идет прям такой вот комбо из этих чувств, да, из того, что он действительно к вам чувствует. Но, если честно, это больше похоже на такую манию, да, то есть, ну, даже не знаю, как описать. Да, очень много этих чувств и очень много действительно контроля. И он все хочет забрать себе, да, хочет именно вас попросту забрать без остатка себе. Такой мужчина. Что скрывает потайной карман? Так. Слушайте, интересный такой момент. Скрывает предательство. Предательство, знаете, с попыткой начать отношения с другой женщиной. Видимо, случилось это, знаете, в такой период, когда у вас только все как бы начиналось. Да, он такое ощущение выбирал, да, и пытался как бы усидеть на двух стульях, понимаете. С той женщиной у него ничего не получилось, да, поэтому, конечно, он ушел полностью как бы к вам. Но ваше общение происходило вместе с общением с другой женщиной, да, то есть здесь его такой секрет. Опять же, он даже на другую женщину тратил определенные средства, хоть он это и не любит, да, но, видимо, были свидания, да, как у вас, так с ним, так и у той другой женщины. Но вот это предательство он, конечно, скрывает, да. То есть, действительно, когда вы уже договорились, скажем так, о начале отношений, уже стало все как бы более-менее понятно, он еще и пробовал с другой. Вот такой интересный, как бы, персонаж, можно так сказать, да. Видимо, очень хотел ощутить много любви от разных женщин, да, но он это скрывает, естественно, не хочет, чтобы это всплыло, потому что сейчас все более-менее, он действительно владеет ситуацией, так считает, да, контролирует ее, поэтому здесь, конечно, он совершенно не хочет, чтобы вы узнали эту правду, потому что это будет действительно обидно, что когда начались отношения, у него, оказывается, был еще вариант, с которой как будто также начались отношения. Женщина. Будущее. Так. Ну, по будущему, знаете, тут и карьерный рост у вас, да, материальный, скажем так. Многое приобретете за ближайшее будущее. Про отношения, скажу честно, молчат, да, либо они молчат, поскольку вы узнали уже, да, что был вот такой у него потайной карман, и сейчас единственное, что про отношения, это огромные такие раздумья, опять же, все мечи, понимаете, то есть здесь раздумья, видимо, будете решать в ближайшем будущем, да, как действительно решить возникшую вот эту проблему, либо как ее принять, да, но будете в раздумьях по поводу данного мужчины и будете в раздумьях по поводу действительно данной ситуации, понимаете. Но зато хоть с деньгами будет все хорошо, да. Совет. Слушайте, по совету
знаете, опять вот не хотят говорить про отношения как таковые, да, с вашим мужчиной. Почему-то говорят, накопилось у вас много проблем, и вам необходимо их решить, да, то есть может быть и с родственниками, может быть в принципе в жизни, да, в себе разобраться. Это стоит сделать. Здесь вот такой совет: обратите внимание не на своего мужчину, а на себя, да, то есть прежде всего займитесь собой. Может быть, сходить куда-то, где вы давно не были, да, то есть заняться чем-то. Здесь вот прям показывают, вы такое ощущение забыли про себя, да, забыли про себя в этой жизни. Тут еще появились отношения, да, и как бы все мужчине, а вот себя тоже надо любить, понимаете? Нужно себя любить, нужно себя ценить, и вы про это забыли. И, если честно, вот Вселенная рекомендует вам действительно заняться собой, вспомнить, кто вы такая, вспомнить, что вы действительно любите, и посвятить этому достаточно много времени, понимаете. Насчет мужчины, здесь почему-то, если вот так тоже смотреть, да, будете в раздумьях, да, но в любом случае почему-то вот объединение, да, когда вы разберетесь с собой, вы поймете, что делать с этими отношениями и с этим мужчиной. Понимаете? Вы поймете, что делать со всей этой ситуацией. Такое ощущение, вы ее просто увидите издалека. Понимаете? Увидите, вот как посмотрите на все вот со стороны. Понимаете? Вам сейчас этого не хватает. Поэтому по совету займитесь собой, да, не забывайте себя, это очень важно, потому что здесь вы, конечно, забыли. Так что, надеюсь, вы прислушаетесь к совету. А так, у меня на этом все. Спасибо, что посмотрели. Надеюсь, советы вам обязательно помогут. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Буду всем очень сильно рад. Также не забывайте, что я есть в других соцсетях. Да, все ссылки находятся в описании под этим роликом. А я хочу пожелать вам удачи и до новых скорых встреч. Всем пока-пока.